Серега. Смотри, далеко не уходи. Склады были, типа складов. Ну, тут очень опасно. Я сейчас буду назад возвращаться. Тут просто жопа, лучше даже не орать. Сегодня дождь. Очень херовая погода. И сегодня мы решили вновь отправиться в заброшенную шахту на острове Сахалин. В этот раз меня пригласил Сергей, это основатель Сахалинского диггер-клуба. Сегодня Сергей будет сопровождать группу туристов и будет им рассказывать, когда мы будем находиться внутри шахты, технические моменты, как там было все обустроено в тот кон, когда еще шахта была функционирующей. Название шахты я специально говорить не буду, расположение ее говорить тоже не стану. Для того, чтобы молодые люди, которые любят полазить по разным таким вот заброшенным местам, как и я, не повторяли за нами то, что мы делаем, так как это очень опасно и сопряжено с определенными рисками. Поэтому, ребята, не повторяйте то, что делаю я. Смотрите мой канал, наливайте чаекус, располагайтесь поудобней. А я поехал за ребятами. Так, ребята, ну все, мы уже приехали на место. Сейчас мы двигаемся с ребятами. Вон идут ребятки, уже идем до шахты. Места здесь, ребятки, очень красивые. Прям все так кайфово выглядит. Вот такие вот горные срезы. Но порода здесь, я скажу, такая себе. Скорее всего, это какой-то сухой суглинок, чем какой-то гранит. И это что-то меня очень даже немножко накаляет в том плане, что обычно, когда ты двигаешься к шахте, можно сразу наблюдать, что выступает гранит. Вот. То есть куда мы полезем сейчас, я вообще хрен его знает. Но Серега у нас сегодня гид. И я думаю, он нам расскажет очень много интересных вещей, когда мы уже будем внутри шахты. С собой мы запаслись, короче, водичкой. Еще в рюкзаке у меня вода, такими вот здоровенными фонариками. И потихо прям. Я иду отдельно, потому что я блогер. Там идет отдельная группа ребят, который будет Сергей проводить экскурсию. Поэтому погнали. Ох, не знаю, что нас сегодня ждет. Но, как говорит Сергей, шахта не глубокая. Всего лишь 50 метров в глубину. Это даже в 2 раза меньше, чем в той шахте, в которой мы были до этой вылазки. Поэтому посмотрим. Еще что характерно, сегодня мы выбрали такую погоду, не совсем подходящую. Сегодня пасмурно, по прогнозу дождь. С утра мы выдвигались сюда уже на локацию. Прям шел так нехило дождик, сейчас вроде подуспокоился, поэтому нам повезло. Воу, ребята, но это вообще просто крипово, то, что я здесь нашел, вы только посмотрите. Ужасная кукла. Короче, мы на месте, ребят, и мы начинаем нашу вылазку в заброшенную шахту. Вот этот вход. Все для вас, родные, все ради контента. Погнали! Меня очень радует тот факт, что, короче, здесь такой вот крутой большой вход. Не надо вот какую-то маленькую дырку залазить, как червь, знаете, как мы там лезли.
Вот, офигенно зашел по-барски и пошел вовнутрь шахты. Ребята, еще здесь очень лютые комары, здесь их просто куча. Мы сейчас шли, просто от них отбивались, их тут просто миллиарды. Они, знаете, настолько коварные, что они не сначала садятся на тебя, а потом высасывают с тебя кровь. И они как эти, вот, знаете, японские камикадзе на истребителях летят, вот так вот сразу в тебя впиваются и сразу начинают высасывать с тебя кровь. Просто жесть вообще, серьезно. Все, ребята, погнали в шахту. Все началось именно с этого места. Ребята разобрали снаряжение и подготовили спуск в шахту. Для группы ребят, которые сопровождали Сергея и Дарья, спуск в шахту был впервые. В воздухе витала интрига, легкое волнение и любопытство. Сергей провел грамотный целевой брифинг, инструктаж по технике безопасности, в котором объяснил всем участникам экспедиции правила пребывания в шахте. Рассказал о том, какие опасности будут нас преследовать на протяжении всей экспедиции и какие меры безопасности необходимо предпринять, чтобы не оказаться в хреновом положении. Ни у кого не оставалось сомнений, что их ведет в шахту человек, знающий свое дело, а это означало, что вылазка будет интересной и максимально безопасной. Мы начали свой спуск в подземное царство теней. Я надеюсь, вам видно. Посмотрите, какой туннель длинный. Я спотел весь, у меня рожа вся красная, капец. Жарко, ребят. Ну все, двигаемся вглубь. Судя по всему, был пожар в шахте. Смотрите, все сгоревшее. Охренеть. Какая лестница, смотрите. Здесь располагался электродвигатель и редуктор, снижающий. Для того, чтобы это работало. Здесь внизу остатки железные. Это был тормозной механизм, сам барабан. Под низом был тормозной механизм. И вот в этой нише он тоже располагался. Здесь таких залов не один. Спустимся ниже. Еще посмотрим, там более детально. Короче, ребят, вот так вот здесь все выглядит. Сергей только что объяснил, что здесь ранее был установлен подъемный механизм, который, я как понимаю, тягал вагонетки самой шахты. Но сейчас уже здесь ничего не осталось, все давно разграблено и вынесено. Вот так вот, ребят, приходится преодолевать этот спуск. Но ничего не поделаешь. Экстрим. Так, Катя, да? А здесь уже капец. Начинается какой-то ужас. Смотрите, какой завал. Опасно. Крепи уже все обрушились. И здесь есть охеренный риск, что может прилететь что-нибудь на голову. Ну как ты думаешь? Что ты думаешь на эту тему? Ты видишь это, да? Слушай, нифига там все обвалилось. О, там вообще внизу вон решетка какая-то. И оттуда прям идет хорошая тяга воздуха. Советский, да, Серега? Да, это советский. Советский бетон. Слушай, ну тут, конечно, вообще... Можно видеть вот голая порода, как залегала порода. И
И обратите внимание, она немножко желтоватого цвета. Это значит, Сера. здесь выход, да, совершенно на серных минеральных вод. Ну да, вот это вот. Чувствуете? Чуть-чуть пахнет. Мгм. Чуть-чуть. Кстати, Здесь А не это что так, а такое, вот там смотри? наверху и посильнее. Вот так. Вот это. гудрон какой. Гудрон. Здесь стоял шкив вот в этом месте. То есть он по нему трос дальше уходил Мгм. по наклонному стволу. То есть здесь был направляющий шкив. То есть от того механизма, который вот мы сейчас Механизма, смотрим да, наверху. трос уходил И- ниже. Оттуда он вагонетки тянул. Нет, он не тянул вагонетки. Это проходческая лебедка была. Сюда вагонетки не тянулись, они тянулись до откаточного горизонта. То есть первый горизонт Мгм. откаточный. Потом то спустимся, я покажу. Угу. То есть сюда ничего не поднималось. Окей. Здесь только люди спускались. Это наклонное бурение делалось. Отсюда свежий воздух идет. Ну да, прям поддувает нормально. Да, сделали. Ну, не знаю, там. Так, не видно. И в 30-е годы здесь еще построился в поселке, меняли его. Вот такая вот дырочка, ребят. Это наклонное бурение. И оттуда прям четко вот стоишь, как, знаете, прям, не знаю, тебя прям воздух так обдувает, холодненький. Кайф такой, прям стою, кайфую. Учитывая то, что я весь потел, блин, кайф. Реально, я не хочу прямо отсюда уходить. Клево так. Блин, посмотрите, какие узкие туннели. То есть общий вес по международное усилие они вот так вот висели здесь друг на друге. Это все была часть тормозной системы гидравлической. И вот здесь такое. Короче, мы решили от группы отбиться. Пойдем сами посмотрим, что здесь происходит. А, ну понятно. Это вот ребята там. Угу. Соединяется, короче. Привет. Вау, ребята, вот это офигеть. Так, газом воняет, прям сероводородом каким-то. Просто камни держатся на соплях. Но вот это вот уже настоящая шахта. А там ничего, да? Там осветление дальше. И все затоплено. А, там затоплено все, да? Там также идет 3 ветки, мы потом там развернемся, пойдем там дальше. Там также уклон идет еще. И там тоже 3 ветки, они тоже затоплены, мы потом пойдем еще ниже. Мы сейчас близко шли, и потом еще на один уклон, там, где очень много грязи. Я понял. Ребят, ну получается, в ту часть шахты мы не пойдем. Ребята говорят, там делать нечего, да и особо там небезопасно. Там внизу затоп, и мы сейчас немножко по-другому это все дело обойдем и спустимся, в принципе, на ту же глубину, куда уходит вот этот штрек, или как его правильно назвать. В общем, куда уходит эта шахта. Нам туда? Мы пойдем туда. Так, и давайте я расскажу про газоанализатор. Очень круто. Один из самых нужных приборов. Да, без этой штуки вообще мы бы уже были мертвы, скорее всего. Газоанализатор у нас на 4 датчика. Каждый отвечает за свой газ. Здесь значение у нас вот это первое EX. Ну, это вообще европейская американская система. Ну, вот это значение отвечает за, показывает взрывоопасные газы. Ну, например, метан показывает. О2 это у нас кислород. В нормальных условиях процентное соотношение кислорода в атмосфере 20,9%. Ну, короче, все, ребят, мы идем в газ. Будем сейчас нюхать газ. Метан, да, Серега? Нет, сероводород. Сероводород. Поэтому погнали вон туда, вон в ту самую дырочку. Сейчас покажу, куда. Здесь, так как серный выход,
Здесь вот так вот все у нас сверху над головой находится. И вон туда уходит спуск. Там внизу металлическая решетка, я вижу, находится. А вот здесь такая беда над головой. Очень опасно. Вот она сера, да? Да, Серная руда получается. Нет, это просто... Выделение серы. Это просто грунтовыми водами она вымывается из породы. Ага. То есть, как, допустим, кальций, кальциты. Есть белые натеки. Это желтые натеки. Ну, сама порода, да. Ну что, let's go? Да, давайте сейчас сторонненько. Очень маленький такой, очень низкий туннель. Начинается грязь. Я смотрю, крепи потихо выдавила породой, водой. Вот так вот мы пробираемся по грязи. Просто ужас. И уклон вниз. Вот я не знаю, видно вам, нет. Я сейчас стараюсь держать горизонт. Видно, как идет вниз уклон. Сергей говорит, мы сейчас начали спуск на первый горизонт. Отметка максимальная у нас будет минус 50. Глубже мы не сможем спуститься. А местами там будем мониторить газ, потому что, как я понял, с газом мы все-таки встретимся по пути. Ага. Оу. Опа. И куда эта дырка у нас уходит? А, то есть там... Ого. Ребята, вообще жесть. Вы только посмотрите на это. Охренеть. Мне это нравится. Я остаюсь здесь жить. Вы же смотрели фильмы ужасов, когда группа туристов пошла в заброшенную шахту? Здесь у нас было такое небольшое препятствие, решетка. Сейчас мы дождемся ребят и пойдем еще глубже. Я надеюсь, вам видно этот уклон? Вот сейчас я стараюсь держать горизонт, и видно, как уклон уходит вниз прямо так жестко. Вот сейчас по мере того, как мы спускаемся вниз, чувствуется, как понижается температура, прям становится реально прохладно. Прям ништячок. Алекс, такую вы видели, да? Это ж лампа? Видел, да. Такие видел. Это взрывобезопасная Да, лампа. взрывозащищенная, совершенно верно, шахтерская лампа. То есть здесь металлический кожух, потом пластиковый кожух и внутри лампа, которая газоразрядная. Она подключалась, все. Здесь нам давала освещение. Блин, шахта очень криповая. Особенно вот сейчас мы пришли типа в такой большой зал. И здесь идет аж раз, два, три, 4 разветвления. По-моему, даже 5. Некоторые из них завалены. Ну, сейчас мы пойдем и все посмотрим. Прочекай газоанализатором. Я чувствую там прям... Да, слушай. Вообще прям жестко. Фу. Ну, пока молчит. Молчит? Или это серое? Это... О, Что? Дай мне, пожалуйста, фонарик. Ну, буквально на секунду. Нет, Зап- нормально. Тихо, аккуратно. Нормально? Нет, нормально. Она просто на запах есть, да. Чувствуешь, пахнет. Ну, то есть концентрация. По-моему, сероводородом больше воняет, да? Да.
Знаете, когда вот смотришь на этот вид, не кажется то, что ты находишься в шахте. Вот сейчас у меня полное ощущение, как будто я нахожусь в какой-то обычной пещере. Просто очень жестко это выглядит, ребят. Серьезно. Это надо видеть. Посмотрите, какие масштабы. Здесь все уже обвалилось. Жесть. Фу, здесь очень воняет сероводородом, такой запах. Я бы сказал, как будто кто-то что-то сделал нехорошее. Вот здесь ныряли с аквалангом. Но ничего не нашли, потому что... Вот сейчас, прикиньте, один туннель здесь есть затопленный. Говорят, что ребята спускались в него с аквалангом. Они ничего не нашли. Я не знаю вообще, в принципе, да, вот что обычно ныряют в чистую, прозрачную воду, где какая-то видимость есть. Но сюда ныряли люди, и, естественно, он выплыл, такой, блин, ничего не видно. Вот что же. Я видел, кстати, это видео. Да. Что он рассчитывал? Да, основной ствол, он уходит туда. Где-то пошел за первый горизонт. Ну, так все не можем туда дойти, не дается нам. Да, он тоже, к сожалению, затоплен. Здесь, кстати, можно классные фотки сделать, потому что здесь такая более-менее чистая Там стоячая нет. вода. И вот когда, вот, видите, свечу, Как ну будто прям зеркально. какой-то инопланетный корабль. Блин, ну да, жутко выглядит. Сколько тут глубина? Здесь глубоко. Здесь, видишь, здесь О, перепад. То есть да, здесь да, да. две ветки, вон она затоплена. Ага. Все, это повыше, я вот до туда, до дальнего поворота доходил. Свети так. Да, глубина нехилая. Ты выключи фонарь. Такое отражение в воде. Здесь вот, ребят, если наступишь, уйдешь, наверное, с головой. Глубина такая серьезная. А здесь, ну, даже и по колено, наверное, нету. Смотри, Сергей, а там он еще какие-то... Да, там Каска лучше других. красно получилось. Короче, мы решили с Сергеем немножко пройтись. Посмотрим, что там спереди. Конечно, воды здесь нормально так. Знакомый? О, что это такое? Ну, посмотри, портрет. Это карикатура, кто у нас в очках был? Хрущев? Точно. Что там написано? Не гражданин я вам и не товарищ. Нет, гражданин, я вам и не товарищ, улыбается нам сэр про СССР. СССР. Сейчас мы будем спускаться вон туда. Здесь вот такая вот надпись: посторонним вход воспрещен. А нам пофигу. Ребята уже пошли. Мы не посторонние. Мы свои. Так, я иду. Давай. Спуск, ребята, еще круче, чем предыдущий. Ну, посмотрим, куда нас приведет. Погнали. Двумя руками. Сергей говорит, это была типа канатка. Здесь проходил канат, и, видать, что-то здесь они поднимали, спускали, может, какие-то вагонетки, то ли что. Точно не знаю. И вот даже видно, остался еще канат и вот эти вот массивные такие металлические ролики. Вот он, канат такой толстенный идет.
Блин, здесь реально нужно идти очень аккуратно. Просто идешь, и тебя прям засасывает в эту грязь. Очень много грязи. В воде, кстати, намного лучше. Ну, знаешь, то есть вода, она как бы консервирует. А металл не разлагается так сильно. Вот так вот мы с ребятами идем, передвигаемся потихонечку. Кстати, Серега мне дал рацию. Говорит, если вдруг потеряешься, звони. Ну и что вы думаете, ребята? Вот прикиньте, это ступеньки. Вот это вот грязь, по которой я шел. И в конце вот такие вот прикольные ступенечки. Вот они, видите? В конце прям. Очередной зал. Здесь стояла система подъемников. А тут у нас шахтерский телефон. Просто охеренно выглядит. Да. Старого образца, кстати. Мы находили то, что более современный, это очень старый телефон. Трубка там была наверху, он вот сюда вешал. Ну, это. Вот. Вообще разбитая нахрен лестница просто в Драбадан. Вау, вот это круто. Вот это ништяк. Сейчас мы ждем ребят. Там проходит небольшая фотосессия у них. И выдвигаемся вот в этот вот криповый туннель. Говорят, там много вкусного. Посмотрим. Сейчас мы находимся на отметке минус 50, но и глубже, судя по всему, нам уже не спуститься. И вот сейчас идем по туннелю, смотрите, что мы здесь увидели, прям очень так фу смотрится. Угольная кружка. Это угольная крошка? Сероводород. Посмотри, какая. Сероводород? Да, смотри, видишь оттенок какой воды? Голубой. Здесь вот сейчас сероводород, да? Ну вот, ребят, это признак присутствия сероводорода. Вода немножко голубого оттенка, а вот это вот черное, это типа угольная крошка. Так что здесь присутствуют газы. Текут реки, короче, под ногами. О, ой, вот это круто. Ни хрена себе. Ничего, а вон и каска шахтера. Такое ощущение, как в фильме «Чужой», знаешь, ты в космическом корабле в их находишься. Реально глотка дракона. Буквально сегодня Серега говорил, если бы я была бы маленькая девочка, я бы действительно поверила, что это глотка дракона. Ну да. Смотри, какие масштабы. Сколько труда составило Вообще капец. людям это сделать, это построить. Я пошел. Туда, Обалденно. А там что, Серега? конца и края. Там интересно. О, можно сфоткаю? Посвети вот так вот. Туда.
Я чувствую, нам нужен еще один такой канал. И туда смотрим. О, конца и края не видать. Течение, потому что склон, да? Чтобы вода в нужном направлении стекала в водосборники. То есть специальные помещения, зумфы называются. Самая низшая точка, кстати, на горизонте на школьной, куда естественным притоком собирается вся вода, и потом насосами откачивается на поверхность. Ребята говорят, там, куда мы сейчас идем, есть какой-то прикольный водопад. Сейчас мы пойдем его посмотрим. Во, тут по ходовой вообще ништяк. Укрепи тоже уже поеханные все. Смотрите, он все просто на дерево, одно дерево. Охренеть. Ё-моё. Ну туда, конечно, лезть не хочется. Ой, как красиво. Свежий обвал. Охереть. Короче, там тупик, походу. Пацаны говорят включить рацию. Сейчас включу рацию. На связи, Серега. Смотри, далеко не уходи. Склады были, типа складов. Ну, тут очень опасно. Я сейчас буду назад возвращаться. Тут просто жопу, лучше даже не орать. Короче, ребят, здесь и были склады. Короче, там дальше смотреть нечего. Я отсюда выбираюсь. Ну, конечно, жутковато. Посмотрите, как это все выглядит. Охренеть. И вообще эта шахта, она вторая по масштабам города и по прибыли добываемого угля и людей. Ребята, вы только посмотрите, как это круто вообще. С потолка просто текут тонны воды. Реально какой-то водопад. Офигенно смотрится. Не знаю, видно вам или нет, сейчас я вот поближе подойду. Не хочу, чтобы мне залило камеру. Просто течет вода. Офигенно, да? Мусородик, да? Реально просто течет чистейшая, как слеза, вода. У меня такое впечатление, ребят, что я вот хоть иду в наушники, контролирую звук, стараюсь на камеру, что записывается. Но мне кажется, здесь такое эхо и столько шумов, что вы ни хрена не слышите, что говорит Серега. Какой-то еще один завал лютый. Какая-то шахта, отвод, не знаю, что это было.
уходила куда-то в ту сторону. Ох, нифига себе. Смотрите, что я нашел. Кружка, бутылка. Родничок. Блин, охереть. Вы посмотрите только, куда. У меня даже фонарь не пробивает. Ребята, это настолько длинный туннель, что там конца не видно. У меня просто не пробивает фонарь этот туннель. Просто жесть. Ребят, я иду по этому бесконечному туннелю, у меня такое ощущение, как будто я сейчас выйду вообще в другой конец Сахалина, просто реально. Такое ощущение, что он никогда не закончится. А здесь у нас уже свежий обвал. Сейчас мне становится идти с камерой намного сложнее, потому что сверху просто реально идет дождь. Короче, ситуация следующая. Мы не пошли в ту сторону туннеля, где с потолка течет дождь. Потому что, короче, там делать нечего. Этот туннель постепенно будет уходить вниз и постепенно уходить под воду. И в конечном итоге там придем к такой точке, что дальше мы не сможем двигаться, там воды будет просто по шее. Поэтому мы пошли в другую сторону. И сейчас мы, получается, идем в подъем. Вода должна убывать, но пока ее просто что-то очень много. Еще, знаете, в какой-то момент прям такой вот сильный, сильно выраженный запах сероводорода. Очень спертый воздух, и в каких-то даже местах очень тяжело дышать. Но дышать тяжело не из-за того, что там с кислородом какие-то проблемы, а то, что очень сильно неприятно воняет. Вот запах типа тухлыми яйцами. Ну, вы, наверное, знаете, да, как воняет сероводород? Ни хрена себе, сверху трубы какие торчат. Каждый пикет 56, значит 560. То есть один пикет через 10 метров ставится. Сейчас мы пойдем, если пойдем туда, пикет будет 55, значит мы идем к выходу. Если вон что. 57, значит мы отходим от выхода. То есть пикеты от 0, 0 это, грубо говоря, устье штольни, то есть это вход. И они идут в километраж, как глубоко они уходят. Непонятно, но мы где-то на отметке 560 метров. Именно по горизонтальной протяженности. На глубине около 50 метров мы сейчас. Ну, вообще, над нами, кстати, сопка целая, там, сопка около 300 метров. Какие-то интересные волокуши валяются, металлические. Тут драга, кстати. Такие саночки, блин. Саночки, блин. Подарок сюда накидал, все это. Вагонетка была? Да это не вагонетка, это волокуши. Это самодельная драга, ее типа вот отцепляли и что-то на ней тащили. То есть мне даже нету колесной пары, она вот какая-то самодельная. Лёша, тебе надо это увидеть. Возможно, лес, знаешь, прикольно поставить. Вот эту вот металлическую конструкцию. Ой, там вообще какая-то жопа, ребят. Вот это, судя по всему, еще японская шахта. Там тупик.
Потому что здесь что-то вообще, я смотрю, деревянные крепи. Да, это, скорее всего, японская шахта. Короче, там завал. Буквально вот докуда мне удалось ее просветить, все, дальше там ухода нет, она завалена полностью. Этот отрезок очень старый. Шахта, еще крепи деревянные в ней. Возможно, даже она еще японская. Еще японцы ее рыли, скорее всего. Но, короче, что, здесь мы не будем. Там, да, обвал, она вообще кипит, то есть это забой. Это прям забой, смотри. Это даже не обвал, то есть это просто забой. Да, это забой. Зашли, закрепили все, поставили, смотри, перемычку, вот здесь видно. Перемычку положили, она со временем выпала. Да. Это вообще японская выработка, вот ее просто советские шахтеры сверху закрыли и пошли дальше в другом направлении. Вот она. Вот здесь вот идет, короче, уже забой конкретно. Здесь дальше прохода не было. Все, эта выработка была закрытая. И, судя по всему, вот эта вот японская шахта, она шла здесь и заходила вот сюда. То есть, а вот сам туннель, в котором мы сейчас находимся, это уже прокопали при Советском Союзе. Вот так. То есть здесь проходила японская шахта. И когда уже наши ребята рыли, они напарывались вот на такие вот ходки японские. Офигеть, да? Ох, нифига себе. Пробуривали отверстие, шпур, куда закладывался взрывчатка. Да. Шпур для взрывчатки. А разные есть, от 2 до 5 метров. Вот сюда, ребята, закладывалась взрывчатка и взрывалось все это дело. Ого. Здесь развилка и Такое ощущение, как будто здесь какое-то чудовище шкуру сбросило. Джиперс Криперс. А вон и вагонетка. Часть от вагонетки. Лёх, подожди, давайте здесь остановимся. Это то место, откуда берет свое начало серный источник. То есть здесь непосредственно в той выработке находится газовая ловушка, и там присутствует скопление газа сероводорода. Что видишь, какие сильные ошметки, это Да. осадок в воде, здесь просто очень много. И именно вот оттуда, вот источник, он сам вытекает. Можем до вагонетки подойти, в принципе, безопасно. Мы туда вглубь выходили. Там Ну, да. А дальше там получается газы, да? Дальше газ, дальше я пойду один, чтобы просто показать работу газоанализатора. Короче, ребята, сейчас мы входим в зону загазованности. Сергей говорит, здесь дальше туда идти нельзя, потому что там даже газоанализатор с ума сходит. И фу, я прям чувствую очень сильную вонь. Нормально. Прям фу вообще. Короче, дойдем до вагонетки. Смотрите, это все вот серные отложения в воде. Короче, жесть. И вот вагонетка стоит. Фу, Серега, ну вообще жестко. Вам видно вот этот вот, смотрите, Да, вижу. пятачок? Это осталось остатки японской крепи, это набрызг бетона они делали. То есть они набрызгивали бетон для того, чтобы не разрушалась порода, не отслаивалась. И вот этот кусочек остался японской крепи. И вот там выход, видишь, портал бетонный, это, Да. тоже, это японский бетон, там выход на склады есть. Ну, до туда мы не пойдем, потому что здесь уже очень тянет газом. Дышишь, да, уже немножко становится... не Да, по себе. очень погано. Я сейчас просто на видео, я сейчас зайду, покажу, как работает газоанализатор, так сказать, хапну немножко своего. Ну давай я с тобой хапну. Мне не привыкать. Вот видно серо прям.
быть отсюда вот идут газы. Фу, Серега, там очень сильно прям несет оттуда. Подожди. Газоанализатор уже показывает, но пока не пищит. Когда-то была крепь. Сейчас пытаемся найти зону, где может быть повышенная концентрация газов, но пока не получается. Но сероводород здесь явно присутствует, показывает 1 ppm, и Он показывает. он показывает газы, да, но не в том количестве, чтобы он сработал и дал сигнал, что danger, типа валите отсюда. 0,1, то есть он скачет значение. Но здесь очень тяжело, ребят, дышать, воняет вообще жутко. Это вот так вот он концентрируется, что ли, от него, да? Да, видишь? Единицу попадет. 0,1 прыгает. Прыгает, Ну, то есть здесь показания. более-менее свежее, тут в зависимости от времен года. То есть мы тут гуляли в ноябре месяце. Здесь было сильнее намного концентрация, то есть он здесь уже на входе в эту выработку 2 показывал. Я зашел туда дальше, там уже 3. И долго постояли здесь и начали уже теряться. Слушай, ну а может быть такое из-за погодных условий, где же шахта, она все равно продувается, как бы. Да. Если погода ветреная, то, соответственно, как бы вот как сегодня. Ветерок присутствует, допустим, а если ветра нету, то они здесь газы скапливаются и все. Да, может такое быть. Ну, вообще, в основном от времени года, то есть и от температуры на улице. И вот смотрите, какие ошмети прям оттуда постоянно выплывают. Вот это вот все серо. Там более-менее свежо, кстати. Потому что мы как раз были в ноябре, это все зависит от времени года. Здесь он все равно показывает. Странно, конечно, что газоанализатор не выдал сигнал. Блин, очередной лютый завал. Вау, нифига там глубина. Здесь такая бронированная. Ребята не могут пройти. Короче, прорываемся из всех сил. Батарейки уже практически на исходе. На фонаре еще 2 деления. Но мы продолжаем свой путь. Погнали дальше. Блин, ребят, это так опасно и в то же время так круто, просто охренеть можно. Вид, такое ощущение, как будто я сейчас иду в какой-то пещере. И вот смотрите, здесь прям вот они отверстия под взрывчатку. Сюда закладывалась взрывчатка и таким образом копали туннель. Смотрите, а это сера. Вот на руках у меня сера. Охереть. Судя по всему, это тоже серные выделения. А может и грибок, точно не знаю. Вон там ребята в конце тусят. Я пытаюсь вот отсюда дойти, посмотреть, что здесь вообще.
Ребята, это капец как жестко вообще. Я вот представляю, как раньше шахтеры работали. Представляете, вот в таких вот пещерах они лазили, тут что-то взрывали, рыли, копали. И это все у тебя вот висит над головой просто, и в любую секунду может тебе на голову упасть, ребят. Это просто стрёмно. Охренеть. Вы только посмотрите, ребят. Какая-то фигня, он электросхема. Так, ладно, я что-то отбился от группы. Пойду до ребят. Я не стану рисковать туда идти дальше. Нафиг надо. Я очень надеюсь, что выпуск вам зайдет. И я думаю, то, что он достоин кучи ваших царских лайков. Ребят, не поскупитесь, поставьте, пожалуйста, и напишите ваши комментарии. Вон завал, да, уже начинается. Опа! О, тут над башкой уже крепи висят. Ё-моё. Вот это уже не шуточки. Надо их как-то обойти, блин. Смотрите, ребят. Просто над головой висят вот такие вот крепи. Ого, там вообще жопа. Все, судя по всему, это конец туннеля. Дальше все просто нафиг завалено. Но знаете, что самое характерное? Вроде бы там и завал, но оттуда идет такая неплохая воздушная тяга. Ребята вон отстали. Не знаю, пойдут они сюда или нет. Вот так вот это все выглядит, смотрите, капец. Это прям вообще небезопасно. И вот они пошли завалы. Бляха-муха, вот такой вот на башку упадет и все. Стрёмно, блин. Ребята, вы просто посмотрите, куда я лезу. Для того, чтобы показать вам, что там находится, там, в самой жопе. Где ваши лайки, ребята? Можете материть меня в комментариях. Алекс, ты куда полез? Балбес. Все. Там завал, ребята. И там тоже заваленный туннель. Сверху вообще он выработка, смотрите. Короче, капец. Тут просто ужас какой-то. Смотрите, вот это вот все завал. Там затоплено все. Ни хрена себе. Очень опасно, ребятки. Адреналин просто кипит. Самое что характерное, когда здесь идешь, постоянно приходится смотреть наверх. Потому что не знаешь, с какой стороны тебе может прилететь на голову камень. Короче,
Я туда не рекомендую идти. Не рекомендуешь? Да ну его нахер, ты что там опасно? Ты видела, что там? Да. Смотри саму геометрию. Вообще как жесть. она ушла, посмотри, как горное давление выдавило. Да, выдавило Все крепки шахту. сместились влево, видишь? Угу. Очень прям сильное давление породы. И все. Ну, то есть всё, это основная штольня, она уходит дальше туда. Угу. Здесь слева есть сбойка на еще одну штольню соседнюю. Она вот здесь вот проходит. Но правда, где другой вход в нее мы не нашли, вот кроме этого. Так основная она завалена, вот которая прямо, Да, она она завалена. полностью завалена, я сейчас смотрел. То есть вот до этого обвала, вот он большой, здесь нормально воды, дальше уже идет по колено. То есть и чем глубже туда уходишь, и мы туда уходили, но до конца не дошли, потому что там уже было по пояс. Угу. То есть это надо теоретически копать вот этот завал, видишь, что он выше уровня, где мы стоим. Чтобы Ну, воду то есть слить. понизить воду, да. И Офигеть. воду, спустить. Ну да. Ну что, потихо начинаем возвращаться в обратную сторону. Да, поверхность выходит. Здесь подземелья поднимаются. Так, ребята, мы потихонечку двигаемся на выход. Вот они начинаются, эти, блин, высокие лестницы. Потихонечку будем выбираться с шахты. А, когда мы экскурсию водили, И вот начинается самый лютый подъем. Грязи, ребят, просто по колено. Ну, коготь, да? Ну-ка, покажи. Как будто бы реально коготь, да? Нифига себе, слушай, а может это коготь? Что это такое? Интересненько. Что это такое может быть? But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it. All the searching. Pain is never really Вот сейчас мы выбрались на центр. И нам предстоит еще один подъем. Вон туда, на самый верх. Видно вам, нет, не знаю. Коготь дракона. Не зря мы назвали ее логово дракона. Реально похож на коготь, да? Он даже острый, вот потрогай его прям. Да? Он даже заметен. Ну. Положи в карман, высуши. Интересный артефакт. Конкретный был дракон. Офигеть. Шахта мне дала. Ребят, пишите в комментариях, как вы думаете, что это может быть? Реально коготь, что ли? Смотри, да? А? Пар. Я говорю, откуда здесь столько пара? Что за фигня? Влажность. Влажность, ну. Смотрите, вообще капец. Нифига себе. Как в сауне, ё-моё. Что, где веничек? Ой, теперь самое интересное. Помада жалко. I know it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. Фу, все. Мы добрались наконец-то до выхода. И мы уже видим свет в конце туннеля. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off. Круто сегодня прогулялись. Сергей, тебе прям, блин, от души, братан. Все четко, все по делу, все по теме. Сразу видно, человек подкованный, знающий свое дело. Но, может быть, немножко поделитесь, как вам вообще впечатление, Кать? Вот ты первый раз была в шахтах. Это первый раз, это такой кайф, такой адреналин, я переборола свой страх клаустрофобии. То есть, получается, Так что- ты даже боялась какой-то, как, ну, боялась. Боялась паники. Мгм. Паника вообще. Я ее выкинула из головы. Ну как тебе вылазка? Супер. Супер. Просто бомба. Здорово погуляли. Компания хорошая.
Да, четко. Мне, кстати, даже шахта вот это вот, можете на моем канале посмотреть предыдущий выпуск в шахту «Восточная жемчужина». Мне вот эта шахта понравилась почему-то больше, чем предыдущая. Не знаю почему, мне кажется, она как-то, брутальнее смотрится, как-то экстремальнее. Реально, я там просто поймал кайф, поймал какой-то адреналин. Вот эти вот офигенные виды, да, Серега, как это называется, выработка, где просто нету крепей. Да. И вот эти вот проходки, и над головой висит просто голая порода. Это офигенно смотрится. Но... Руку. Что-то я не в кадре. Все. Погнали. Все, ребят, все круто. Всем пока. Ну что, ребят, ну вот и все. На этом закончилась наша офигительная вылазка. Было сегодня просто все супер круто. Я очень надеюсь, что ролик вам зашел. Ребятки, не забывайте поддерживать меня вашими царскими лайками. Я думаю, что этот ролик достоин куча ваших лайков. Обязательно напишите ваши комментарии под этим видео. Ну а те, кто еще не подписался на канал, обязательно подпишитесь, потому что впереди будет еще куча крутых видео для вас, ребята. А с вами был, как всегда, Алекс, и увидимся в следующих выпусках. Всем пока! Серега, так что ты говоришь? Мы сейчас пойдем посмотрим что-то интересное? Мы сейчас пойдем вообще классную вещь посмотрим. Вау, а вот еще одна шахта. Просто офигенно смотрится, ребята. Ну что, вы хотите, чтобы мы туда проникли? Пишите ваши комментарии и ставьте ваши царские лайки под этим видео. И мы туда обязательно прорвемся. Бля, что, не прорвемся, что ли? Наебал, что ли, всех, получается? Вообще. Привет, клещи. Вообще. Ну-ка. Вот это да. Ребята, вы только посмотрите на это. Охренеть. Вот это бездна, вот посмотри. Офигеть. Вообще. Смотри, страшно как. Ну-ка я, приближу. Я туда бы не упасть, а. Сейчас я камень кину. Ребята, охренеть можно. Страшный спуск.